31 марта 2025 года мир потрясла весть. Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Но за несколько часов до своей кончины он произнес слова, которые потрясли даже самых верующих. «Европа станет эпицентром краха», – прошептал он, сжимая в руках древний свиток. Эти последние слова были частью манускрипта под названием «Кодекс Ультима». Почему этот документ, написанный в III веке нашей эры, внезапно стал важнее жизни самого понтифика? Что в нем зашифровано, что даже сегодня элиты всего мира делают все возможное, чтобы его не нашли? В тексте говорится о забытых существах, чьи силы могут разорвать ткань реальности, о 7 печатях, которые откроют врата в иные миры, и о знаке на небе, предвестнике начала конца. И самое тревожное, все эти события, как утверждает Кодекс, начнутся именно в Европе. Но почему именно здесь? Почему Ватикан уничтожал копии манускрипта, а кардиналы, пытавшиеся его обнародовать, исчезли без следа? И что связывает эти древние пророчества с теми, кто предсказывал катастрофы столетиями позже Нострадамусом, святым Малахией, авторами апокрифов? Сегодня мы отправимся в путешествие, которое перевернет ваше представление о реальности. Мы разберем слова Кодекса, сравним их с современными событиями, землетрясениями в Италии, протестами во Франции, странными явлениями в небе над Португалией. Мы спросим, случайность это или предупреждение, оставленное нам кем-то, кто знал больше, чем мы можем вообразить. Готовы ли вы узнать правду, которую скрывали от человечества столетиями? Готовы ли вы увидеть, как пророчество прошлого становится реальностью будущего? То, что вы услышите, изменит все. Мишель де Нотр-Дам, более известный как Нострадамус, родился в 1504 году в Южной Франции. Аптекарь, астролог и прорицатель, он стал одной из самых загадочных фигур XIX века. Его жизнь была наполнена поиском знаний. Он изучал медицину, алхимию, древние языки и астрономию, но именно его пророчества, опубликованные в 1558 году, сделали его имя синонимом апокалипсиса. Сборник из 900 четверостишей, написанных на смеси французского, латыни и греческого, поражал своей неоднозначностью. Казалось бы, поэтические метафоры, но за ними скрывались предсказания, которые с удивительной точностью совпадали с реальными событиями – войнами, эпидемиями, революциями. Но почему эти тексты так привлекали внимание Ватикана? Еще при жизни Нострадамус столкнулся с подозрениями со стороны церкви. В XVI веке любое предсказание будущего считалось опасным. Оно могло быть воспринято как колдовство или ересь, подрывающая авторитет религии. В 1555 году пророка вызвали в Рим для допроса. Инквизиция подозревала, что его видение исходит не от Бога, а от тьмы. Однако Нострадамусу удалось избежать осуждения, доказав, что его пророчества не противоречат божественному провидению. Но это не остановило церковь от попыток контролировать его наследие. Многие экземпляры его работ были сожжены, а некоторые издания переписаны с изменениями, чтобы убрать упоминания о конфликтах между церковью и светской властью. Особенно тревожили Ватикан слова, где упоминалось падение короны святого или знак на небе над сердцем христианства. Европа, как духовный центр католицизма, становилась ключевой фигурой в этих пророчествах. Но почему именно она? И что связывало эти тексты с тайнами, которые папа Франциск якобы пытался раскрыть перед своей кончиной? Вопросов больше, чем ответов. Как вы думаете, мог ли Нострадамус получать информацию из источника, о котором церковь предпочитала молчать? Или его четверостишие всего лишь метафоры, случайно совпадающие с реальностью? Делитесь своими мыслями в комментариях. Что, по вашему мнению, скрывали от мира те, кто имел доступ к этим текстам? Поговорим о тех самых строках, которые заставили Ватикан задуматься. Когда луна потемнеет, а солнце померкнет, Европа разорвет себя на части. На первый взгляд поэтическая метафора. Но если взглянуть глубже, это описание может быть не просто астрономическим явлением. Современные ученые отмечают, что в ближайшие годы на территории Европы будут наблюдаться редкие солнечные и лунные затмения.
Однако Нострадамус, возможно, говорил о чем-то большем. Померкшее солнце – это символ утраты духовного света, а потемневшая луна – ухода надежды. Европа, где столетиями формировались идеи демократии и прогресса, теперь разрывается внутренними конфликтами – протесты, миграционные кризисы, рост популизма. Неужели это то самое разрывание на части, о котором предупреждал пророк? Перейдем ко второй цитате. «Города-гробы под землей примут корону смерти». Здесь ключевое слово «под землей». Археологи давно исследуют подземные лабиринты под европейскими городами. Катакомбы Парижа, туннели под Римом, скрытые ходы в Праге. Что если это не просто остатки древних цивилизаций, а места, где хранится нечто большее? Корона смерти – загадочный образ. Некоторые исследователи связывают его с биологическими угрозами, пандемиями, генетическими экспериментами или даже потерянными технологиями, способными изменить ДНК человека. Вспомним события последних лет: волны эпидемий, споры о вакцинах, загадочные вспышки заболеваний в отдаленных регионах. Случайность это или часть сценария, описанного Нострадамусом? А теперь самое тревожное. Корона святого упадет, и врата ада откроются. Здесь связь с Ватиканом очевидна. Корона святого – это символ папской власти, а врата ада могут быть как метафорой духовного краха, так и буквальным отсылом к кодексу Ультима. Вспомним последние слова папы Франциска о вратах, которые, по его словам, вот-вот откроются. Неужели Нострадамус и кодекс описывают один и тот же момент? И если врата действительно существуют, что находится за ними? Существа, о которых писалось в древних текстах? Или нечто, что человечество пока не в силах понять? Сегодня Европа переживает период нестабильности. Землетрясения в Италии, экстремальные температуры в Греции, массовые протесты во Франции – события, которые можно списать на случайность. Но если соединить их с пророчествами Нострадамуса и упоминаниями кодекса Ультима о знаке на небе, картина становится тревожной. В 2024 году над Португалией наблюдали неопознанные светящиеся объекты, а в Германии зафиксировали аномальные геомагнитные всплески. Совпадение? Или это начало того, что предсказывали столетиями? Но почему Ватикан скрывал эти тексты? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять мотивы тех, кто контролировал информацию на протяжении веков. Но почему Ватикан скрывал эти тексты? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять мотивы тех, кто контролировал информацию на протяжении веков. Давайте вернемся к вопросу, который тревожит всех, кто досмотрел до этого момента. Почему Ватикан, столетиями считавшийся хранителем духовной истины, скрывал пророчество Нострадамуса и кодекс Ультима? Чтобы понять мотивы церкви, нужно заглянуть в ее историю, в ту эпоху, когда страх перед потерей власти стал главным инструментом контроля. Представьте 16 век. Европа раздираема религиозными войнами. Инквизиция сжигает книги, а любое пророчество о конце света воспринимается как угроза авторитету церкви. Именно в такой атмосфере возникли первые подозрения в адрес текстов Нострадамуса. Если люди узнают о конце света, это ускорит хаос. Так могли рассуждать кардиналы, решая, какие документы публиковать, а какие уничтожать. Но было ли это просто страхом? Или за этим скрывалось нечто большее – знание, способное разрушить саму идею божественного провидения? История Ватикана полна примеров, когда тексты, противоречащие догматам, исчезали без следа. Вспомним апокрифы Евангелия от Иуды, книгу Еноха, тексты гностиков, которые были исключены из библейского канона. Почему? Потому что они описывали мир иначе, чем официальная церковь. То же самое с кодексом Ультима. Он говорил о забытых существах, о связи между технологиями и пробуждением древних сил. Это не просто пророчество, это вызов авторитету религии. Но как именно это происходило? Одним из самых ярких примеров стало событие 1555 года. Тайная группа кардиналов собралась в подземной капелле Ватикана, где свечи едва освещали стол, заваленный рукописями. Среди них текст Нострадамуса, где упоминалось падение короны святого. «Это ересь!» — восклицал старший кардинал, бросая лист в огонь.
Если это попадет в руки народа, они усомнятся в божественном порядке. Другие кивали, но один молодой священник дрожащими руками прятал часть страниц под одеждой. Он верил, правда должна быть услышана. Это история вымысел. Или отражение реальных событий, которые Ватикан предпочел скрыть. Сегодня аналогии очевидны. В 2023 году реставраторы под базиликой Святого Петра находят древний манускрипт, датируемый III веком нашей эры. Его тексты о 7 печатях знания и вратах в другие миры молчаливо убираются в секретные архивы. Зачем? Чтобы избежать паники. Или чтобы сохранить власть над истиной. Как писал один из диссидентов-кардиналов в письме, обнаруженном лишь в 21 веке, если люди узнают, что конец света не метафора, а последовательность событий, они потеряют веру в нашу способность управлять судьбой. Но сокрытие текстов — лишь одна сторона медали. Что происходит, когда эти пророчества сталкиваются с реальностью? Давайте обратимся к событиям последних лет. В 2025 году, за несколько месяцев до смерти Папы Франциска, в Италии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. В Греции рекордные температуры, превышающие 40 градусов, а в Германии массовые протесты из-за энергетического кризиса. Совпадение? Или это начало того, о чем предупреждал Нострадамус? А теперь представим, как эти события выглядят глазами Ватикана. Если Европа — сердце христианства, становится эпицентром краха, это подрывает доверие к церкви. Корона святого упадет, и врата ада откроются. Строка, которая может быть интерпретирована как конец религиозной власти. Но что если врата ада — это не метафора, а ссылка на кодекс Ультима? Вспомним последние слова Папы Франциска: «Европа станет эпицентром краха». Эти слова, произнесенные перед смертью, не могли остаться незамеченными. Но почему именно Европа? Ответ кроется в географии и истории. Под ее городами скрываются древние туннели, катакомбы Парижа, подземные лабиринты Рима, скрытые ходы Праги. Что если это не просто остатки прошлого, а место, где хранится нечто большее? Археологи давно исследуют эти сети, находя символы, не соответствующие ни одной известной письменности. Некоторые из них повторяются под различными церквями от Нотр-Дама до Ватикана. Что если это ключ к пониманию кодекса? А теперь вспомним о технологиях. В последние годы крупные компании инвестируют миллиарды в проекты, связанные с квантовыми вычислениями и нейроинтерфейсами. Официально цель — продвижение науки. Но что если истинная цель — создания устройства, способного обнаружить или даже коммуницировать с сущностями из кодекса? Некоторые информаторы утверждают, что эксперименты с квантовой запутанностью показали аномальные результаты. Как будто что-то или кто-то вмешивается в процесс из-за пределов нашей реальности. Но сокрытие текстов — лишь одна сторона медали. Что происходит, когда эти пророчества сталкиваются с реальностью? Теперь, когда мы разобрали причины сокрытия текстов и их связь с историей, пришло время взглянуть на современность. Европа, столетиями считавшаяся колыбелью цивилизации, сегодня переживает период нестабильности, который сложно объяснить случайностью. Вспомним события последних лет: землетрясения в Италии, рекордные температуры в Греции, массовые протесты во Франции, энергетический кризис в Германии. Совпадение? Или начало того, что предсказывали Нострадамус и кодекс Ультима? Геополитические кризисы, миграция, протесты и рост экстремизма. Европа сегодня — это не просто континент, а сложный лабиринт политических, социальных и экономических противоречий. В 2025 году границы Европейского Союза оказались под угрозой из-за рекордного притока беженцев. По данным ООН, только в первую половину года через Средиземное море в Италию и Грецию прибыло более 1,5 миллиона человек. Официальная причина — войны в Судане, Ливии и на Ближнем Востоке, а также климатические изменения, сделавшие некоторые регионы Африки непригодными для жизни. Однако эксперты отмечают, что эти цифры в 2 раза превышают аналогичные показатели 2019 года. Почему такой резкий скачок? Кодекс Ультима предупреждает: поток людей подобный реке, что смывает камни власти. Эти строки можно интерпретировать как метафору миграции, которая не просто демографическая проблема, а инструмент разрушения социальной структуры.
Вспомним протесты желтых жилетов во Франции, которые в 2018 году стали символом гражданского недовольства. Тогда казалось, что это локальный кризис. Но сегодня подобные движения возникают по всей Европе. В Польше – протесты против реформы судебной системы, в Германии – против энергетического кризиса, в Испании – из-за роста стоимости жизни. Неужели эта цепочка событий, описанная в 7 печатях знания? Связь с пророчествами Нострадамуса очевидна. В его четверостишиях упоминается: «Города-гробы под землей примут корону смерти». Современные исследователи связывают это с подземными лабиринтами под европейскими городами, где, возможно, хранятся секреты, способные изменить ход истории. Например, в катакомбах Парижа обнаружены странные символы, повторяющиеся под базиликой Святого Петра в Ватикане. Что они означают? Климатические аномалии. В 2024 году Европа столкнулась с рекордными температурами. В Греции столбик термометра поднялся до 45 градусов, а в Италии – до 43. Ученые связывают это с глобальным потеплением, но есть и другая версия. В кодексе Ультима говорится о огне, что падает с небес, и земле, что плачет кровью. Это описание может быть интерпретировано как метафора экстремальных погодных условий, но также и как предупреждение о чем-то большем. В 2023 году над Португалией наблюдались неопознанные светящиеся объекты, которые эксперты так и не смогли идентифицировать. Совпадение? Или это знак, о котором говорил Папа Франциск перед своей кончиной? Вспомним его последние слова: «Европа станет эпицентром краха». Эти слова, произнесенные за несколько часов до смерти, не могли остаться незамеченными. Аномалии затронули не только температуру. В Румынии зафиксированы необычные явления. Вода в реках вспенивалась, а воздух наполнялся странным металлическим запахом. В Испании массовая гибель скота, причины которой до сих пор не выяснены. Климатологи объясняют это последствиями изменения климата. Но что, если это проявление знака на небе, описанного в пророчествах? Технологические риски и квантовые технологии и цифровое порабощение сознания. В последние годы крупные компании активно инвестируют в проекты, связанные с квантовыми вычислениями и нейроинтерфейсами. Официально цель продвижения науки и создание новых потребительских технологий. Но что, если истинная цель – создание устройства, способного обнаружить или даже коммуницировать с сущностями из кодекса? Но самые тревожные эксперименты происходят в закрытых лабораториях. В 2024 году группа ученых из ЦЕРНа сообщила о неожиданных результатах в экспериментах с квантовой запутанностью. Как будто что-то или кто-то вмешивается в процесс из-за пределов нашей реальности, заявил один из участников проекта. Неужели это доказательство существования забытых существ, описанных в кодексе? Символизм в искусстве и культуре. Европа как эпицентр катастрофы. Посмотрите на популярные фильмы и сериалы последних лет. В «Солярисе», Содерберга «Черном зеркале», «Облачном атласе» Европа часто становится эпицентром катастрофы. В видеоиграх вроде Cyberpunk 2077 или Control города Европы изображаются как место, где реальность начинает искажаться. Это просто художественный прием или отражение коллективного бессознательного, которое уже чувствует надвигающуюся угрозу. Даже в литературе последних лет, в книгах Виктории Шварц, Харлана Эллисона, Нила Геймана Европа упоминается как «ворота между мирами». Например, в романе «Шварц. Темный кот» описывается подземный лабиринт под Прагой, где хранятся артефакты, способные открыть врата ада. Неужели писатели, сами того не осознавая, отражают пророчество кодекса? Какой из этих сценариев вас пугает больше всего? Геополитический кризис, климатическая катастрофа, технологическое порабощение или символизм в культуре? Пишите в комментариях, что, по вашему мнению, станет первым шагом к апокалипсису. Темный совет, глобальные элиты и манипуляции через пророчество. Кто такой темный совет? Это не просто метафора, а концепция, которая возникает в разных культурах и эпохах. В контексте кодекса Ультима он описывается как группа, которая хранит истину, чтобы управлять иллюзией.
Но кто входит в эту группу? Давайте обратимся к истории. В 1776 году в Баварии был создан иллюминат – тайное общество, которое, по легендам, стремилось переформатировать общество через контроль над наукой, религией и политикой. Хотя орден был официально распущен через 10 лет, его символика и идеология продолжают всплывать в современных теориях заговора. Многие утверждают, что члены иллюмината, возможно, перешли в подполье, создавая новые структуры, такие как Бильдербергская группа или трехсторонняя комиссия, где ежегодно собираются мировые элиты для обсуждения будущего человечества. Что если эти встречи не просто дискуссии, а части более масштабного плана, связанного с кодексом Ультима? Его символика, всевидящее око, пирамида, до сих пор появляется в политике и культуре. Например, на банкнотах США или в логотипах крупных корпораций. Совпадение? Или это сигнал, что Темный Совет живет среди нас? Связь между масонством и Ватиканом – еще одна теория, которая вызывает споры. В XVI веке папа Климент XII осудил масонство, обвиняя его в ереси, но в XIX веке французский исследователь Луи Леклер предполагал, что высшие круги католической церкви сотрудничали с масонами в вопросах архитектуры и символизма. Например, проект Сакре-Кёр в Париже якобы использовал схемы, повторяющие масонские узоры. Что если эти связи сохранились и сегодня? Современные аналоги Темного Совета, Бильдербергская группа и трехсторонняя комиссия, где ежегодно собираются мировые элиты. На их встречах обсуждаются вопросы глобализации, энергетических кризисов, развития искусственного интеллекта. Но что если это не просто экономические переговоры, а попытка реализовать 7 печатей знания из кодекса? Например, печать о голосах путешествующих мгновенно, радиотехнологии, а разум без души, искусственный интеллект. Кто, если не Темный Совет, мог бы направлять эти технологии в нужное русло? Ватикан, несмотря на свою религиозную природу, всегда проявлял интерес к науке. В 2009 году Астрономический институт Ватикана опубликовал статью о теологических аспектах параллельных вселенных. Неужели Церковь давно подозревает о существовании других измерений? В 2024 году группа ученых из ЦЕРНа сообщила о неожиданных результатах в экспериментах с квантовой запутанностью. Как будто что-то или кто-то вмешивается в процесс из-за пределов нашей реальности, заявил один из участников. Эти слова напоминают строки Кодекса о вратах в другие миры. Но что если Ватикан сотрудничает с такими организациями, чтобы активировать эти врата? Вспомним нейролинк Илона Маска, который тестирует нейроинтерфейсы для управления устройствами силой мысли. А в университете Болоньи искусственный интеллект анализирует древние тексты, находя совпадения с современными событиями. Неужели это случайность? Или эти технологии – ключ к раскрытию печати знания? В кодексе Ультима говорится, что 7-я печать связана с истончением границ между мирами. Что если современные эксперименты с квантовыми вычислениями – это попытка открыть эти границы? Есть и более пугающая версия. В 2019 году в Румынии исследователи обнаружили подземный лабиринт с символами, повторяющимися под базиликой Святого Петра. Эти знаки, по мнению лингвистов, напоминают нейронные паттерны, возникающие во время глубокой медитации. Что если это не просто язык, а инструкция для изменения сознания? И кто, если не Темный Совет, мог бы использовать эти знания для своих целей? А теперь представим сцену, которую можно было бы назвать тайной встречей. В подземных залах Ватикана собрались кардиналы, ученые и политики. На столе копия кодекса Ультима рядом, план по внедрению и в систему управления. Это не просто технологии, говорит один из ученых, это ключ к пробуждению. Мы должны быть готовы. Другой кардинал кивает. Мир должен измениться. Но мы не можем позволить панике. Пусть люди думают, что это прогресс, а не начало конца. Что дальше? Возможные сценарии будущего. Когда мы говорим о будущем, нельзя игнорировать тревожные сценарии, которые, возможно, уже начинают сбываться.
Кодекс Ультима с его 7 печатями знания описывает этапы, которые постепенно подводят человечество к точке невозврата. Первая печать — человек, поднимающийся в небо как птица, явная отсылка к изобретению авиации. Вторая — голоса, путешествующие мгновенно через воздух, радиотехнологии. Третья — возможность видеть события на расстоянии в реальном времени, телевидение и интернет. Четвертая — расшифровка кода жизни, генетика и биотехнологии. Пятая — создание разума без души, искусственный интеллект. Шестая — стирание границ между реальностью и иллюзией, виртуальная реальность и дипфейки. И седьма — финальная печать, которая, согласно тексту, должна активироваться в ближайшем будущем, когда границы между мирами истончатся и врата откроются. Если эта хронология верна, мы стоим на пороге финального события. Но что именно может произойти? Давайте рассмотрим возможные сценарии, основываясь на пророчествах и современных тенденциях. Сценарий 1. Апокалипсис через ядерную войну. Один из самых страшных вариантов – глобальный конфликт, спровоцированный геополитическими напряжениями и технологическим прогрессом. В 2025 году напряженность между крупными державами достигла критической точки. Экономические санкции, военные учения, кибератаки – все это создает предпосылки для масштабного столкновения. Но что если ядерная война станет не просто результатом человеческой глупости, а частью более масштабного плана? В Кодексе Ультима упоминается колебание ткани реальности, когда люди создадут оружие, способное уничтожить звезды. Это описание сходится с изобретением ядерного оружия, но также может быть метафорой технологий, которые нарушают баланс между измерениями. Что если современные эксперименты с квантовыми вычислениями или термоядерной энергией – это попытка активировать врата? Вспомним слова Папы Франциска перед смертью. Они возвращаются, но это не конец. Это новое начало. Что он имел в виду? Может, это намек на то, что война станет катализатором пробуждения сущностей, описанных в древних текстах? Сегодняшние события усиливают тревогу. В 2025 году зафиксировано несколько аномальных радиационных всплесков над Европой, которые официально списали на утечку на старых заводах времен Холодной войны. Но независимые эксперты указывают на странное совпадение. Эти всплески произошли через 2 месяца после землетрясения в Италии, где, по слухам, находится один из ключевых узлов подземных лабиринтов, описанных в Кодексе. Совпадение? Или это начало цепочки событий, ведущих к катастрофе? Сценарий 2. Пандемия нового типа. Следующий сценарий. Пандемия, но необычная. В Кодексе Ультима говорится о короне смерти, которая примет облик, не поддающийся современной медицине. Сегодняшние эксперты уже предупреждают, новые вирусы становятся все более сложными для диагностики и лечения. В 2024 году в Германии зафиксирована вспышка неизвестного вируса, вызвавшего массовую гибель скота. Официальные причины – мутация известного патогена. Но независимые лаборатории сообщают о необычных симптомах. Животные, зараженные вирусом, демонстрировали признаки агрессивного поведения, напоминающего зверя, выходящего из моря, из книги Откровения. А теперь вспомним строки из Кодекса. Города-гробы под землей примут корону смерти. Археологи давно исследуют подземные туннели под европейскими городами. В катакомбах Парижа и подземных ходах Рима найдены символы, повторяющиеся в Кодексе. Что если эти лабиринты не просто остатки прошлого, а место хранения чего-то большего? Возможно, вируса, который, корона смерти, попытается выпустить, если Темный Совет решит, что наступило время нового начала. Сценарий 3. Экономический коллапс и цифровое порабощение. Третий сценарий. Экономический коллапс, спровоцированный цифровыми технологиями. В 2025 году рынки демонстрируют беспрецедентную волатильность. Криптовалюты то взлетают до небес, то обрушиваются в пропасть. Искусственный интеллект управляет финансовыми системами, но все чаще происходит сбой, который эксперты не могут объяснить. Кодекс Ультима описывает разум без души,
как одну из печатей знания. Сегодня и анализирует не только данные, но и поведение людей, предсказывая их действия. В 2024 году крупная технологическая компания запустила проект по внедрению нейроинтерфейсов, которые будут управлять финансовыми системами. Это прогресс, говорят разработчики. Но что если это первый шаг к потере контроля над реальностью? Вспомним символы, найденные под церквями Европы. Лингвисты и нейрофизиологи утверждают, что они напоминают паттерны, возникающие в мозге во время глубокой медитации. Что если это инструкция для изменения сознания? И кто, если не Темный Совет, мог бы использовать эти знания для создания цифрового рабства, где и будет управлять не только финансами, но и мышлением человека? Сценарий 4. Слияние миров. Открытие врат. Но самый пугающий сценарий – это открытие врат в другие миры, о которых говорилось в Кодексе. В 2024 году группа ученых из ЦЕРНа сообщила о неожиданных результатах в экспериментах с квантовой запутанностью. Как будто что-то или кто-то вмешивается в процесс из-за пределов нашей реальности, заявил участник проекта. Эти слова напоминают строки Кодекса о истончении границ между мирами. Вспомним также аномальные явления в небе над Португалией и Италией. Неопознанные светящиеся объекты, зафиксированные в 2023 году, до сих пор не идентифицированы. Совпадение? Или это знак на небе, о котором предупреждал Папа Франциск? Сценарий 5. Европа как поле битвы. Но все эти сценарии объединяет одно – они сосредоточены в Европе. В Кодексе Ультима говорится, что именно здесь начнется крах. Почему? Потому что под ее городами скрываются древние тайны. Туннели под Парижем, камеры под Колизеем в Риме, легенды о големе в Праге. Что если это не просто мифы, а остатки технологий, созданных для сдерживания сущностей, описанных в Кодексе? А теперь представим, что эти сущности действительно существуют. Что если они не ангелы и не демоны, а нечто третье, разумы из других измерений, которые манипулировали человечеством с древности? Вспомним мифы о нефилимах из книги Еноха, скандинавских богах, египетских божествах. Все эти истории содержат элементы, схожие с Кодексом Ультима. Что если это не вымысел, а искаженная память о контакте с ними? Пробуждение – вариант, где человечество объединится, чтобы предотвратить крах, используя знания Нострадамуса. Когда мы говорим о будущем, нельзя игнорировать не только сценарии катастрофы, но и возможность пробуждения, момента, когда человечество, столкнувшись с угрозой, объединится, чтобы переписать свою судьбу. Кодекс Ультима, несмотря на свои мрачные предупреждения, содержит ключи к спасению, если мы сумеем правильно их интерпретировать. Согласно тексту 7 печатей знания, это не просто ступени разрушения, а этапы пробуждения, через которые проходит цивилизация, чтобы достичь нового уровня сознания. Но что если эти печати не метафора, а инструкция? Вспомним строки из пророчеств Нострадамуса: «Когда звезды выйдут из строя, мудрость древних пробудится». Эта фраза, как и многие другие в его четверостишиях, может быть прочитана двояко, как конец света или как начало новой эры. Современные события, описанные в Кодексе Ультима, землетрясения, климатические аномалии, технологические революции, могут быть не знаками гибели, а симптомами трансформации. Что если Европа, ставшая эпицентром этих событий, не поле битвы, а колыбель нового начала? Давайте вернемся к символам, найденным под европейскими церквями. Независимые исследователи утверждают, что некоторые из них повторяются в древних текстах, связанных с практиками пробуждения сознания. Например, в проекте Мандала, запущенном Университетом Болоньи в 2023 году, нейрофизиологи обнаружили, что определенные паттерны, повторяющие эти символы, активируют необычные волны в мозге, схожие с состояниями, описанными в медитативных практиках буддизма и суфизма. Что если эти знаки не просто предостережение, а инструкция для изменения восприятия способа увидеть реальность иначе? Теперь представим, что Темный Совет не единственный игрок на этой доске.
В тексте Кодекса Ультима упоминается хранитель секрета, загадочная фигура, которая будет защищать правду до нужного момента. Кто он? Мятежный кардинал, ученый, работающий в ЦЕРНе или даже обычный человек, который случайно наткнулся на ключ к пониманию. В 2019 году в Румынии исследователи обнаружили подземный лабиринт с символами, повторяющимися под базиликой Святого Петра. Но внутри этих туннелей нашли не только загадочные надписи, но и артефакты, напоминающие древние астрономические инструменты. Что если это не узилище сущностей, а обсерватория, созданная для наблюдения за вратами, чтобы контролировать их открытие? Перейдем к технологии. В 2025 году крупная международная группа ученых, возглавляемая исследователями из Университета Оксфорда, заявила о прорыве в области квантовых вычислений. «Мы не просто моделируем реальность», — сказал один из участников, «мы начинаем взаимодействовать с чем-то за ее пределами». Эти слова напоминают строки Кодекса о истончении границ между мирами. Но что, если это не признак конца, а попытка установить контакт? Вспомним также слова Папы Франциска перед смертью. Они возвращаются, но это не конец. Это новое начало. Если интерпретировать это не как угрозу, а как возможность, то сущности, о которых писали в Кодексе и Нострадамусе, могут быть не врагами, а учителями. В мифах разных культур, от скандинавских легенд о Рагнарёке до египетских текстов о воскрешении Осириса, есть общая тема. Кризис становится катализатором перерождения. Неужели Европа не жертва, а испытательный полигон для нового этапа эволюции? Сегодняшние события усиливают эту гипотезу. В 2025 году в Греции зафиксирован рекордный уровень солнечной активности, вызвавший аномальные полярные сияния. Ученые объясняют это солнечными вспышками. Но что, если это знак на небе, о котором говорил Папа? А в Италии археологи нашли подземную камеру с текстами, где упоминается «семя», посеянное в камне, которое расцветет, когда люди научатся слушать. Совпадение? Или это призыв к единству? Как вы думаете, может ли кризис стать катализатором пробуждения? Верите ли вы, что знания, спрятанные в Кодексе Ультима, могут помочь человечеству преодолеть катастрофу? Или это слишком наивно? Делитесь своими идеями в комментариях. Что, по вашему мнению, станет первым шагом к пробуждению? Скрытая реальность. Гипотеза о том, что события уже начались, но нас обманывают. Когда мы говорим о крахе Европы, описанном в Кодексе Ультима, невозможно игнорировать одну из самых тревожных идей. Все уже началось, но мы этого не осознаем. Сценарий, где реальность, иллюзия создана для сокрытия истины. Что если современный мир — это не хаос, а часть системы, которая удерживает нас от понимания того, что границы между мирами истончаются? Что если знак на небе, о котором говорил Папа Франциск, не метафора, а сигнал, который большинство просто не замечает? Давайте начнем с символов. В 2019 году в Румынии исследователи обнаружили подземный лабиринт с гравировками, повторяющимися под базиликой Святого Петра. Эти знаки, по мнению лингвистов и нейрофизиологов, напоминают паттерны, возникающие в мозге во время глубокой медитации. Но что, если это не просто язык, а ключ к изменению восприятия? Что, если эти символы — инструкция, активирующая способность видеть реальность иначе? Некоторые ученые, работающие с Кодексом Ультима, предполагают, что они могут влиять на сознание через визуальные стимулы. Например, в проекте «Мандала» Университета Болоньи было доказано, что определенные узоры вызывают аномальные волны в головном мозге, схожие с состояниями, описанными в древних текстах. Неужели это не случайно? Что если эти символы — часть механизма, который сдерживает пробуждение, чтобы защитить человечество от правды, слишком страшной для восприятия? Перейдем к технологии. В 2025 году рынки демонстрируют беспрецедентную волатильность. Криптовалюты взлетают и падают в считанные часы, АИ управляет финансовыми системами, но все чаще происходит сбой, который эксперты не могут объяснить. В 2024 году одна крупная технологическая компания запустила проект по внедрению нейроинтерфейсов в повседневную жизнь. Это прогресс, говорят разработчики.
Но что, если это первый шаг к цифровому порабощению, где И будет управлять не только финансами, но и мышлением человека? Вспомним строки кодекса: «Разум без души», печать знания, которая уже активирована. А теперь представим, что И — это не просто инструмент, а инструмент манипуляции сознанием, созданный темным советом для подавления пробуждения. Есть и более пугающая версия. В 2024 году группа ученых из ЦЕРНа сообщила о неожиданных результатах в экспериментах с квантовой запутанностью. Как будто что-то или кто-то вмешивается в процесс из-за пределов нашей реальности, заявил один из участников. Эти слова напоминают строки кодекса о «вратах в другие миры». Но что, если эти врата уже открыты, а мы просто не можем этого заметить? Вспомним массовые явления последних лет. Люди по всему миру рассказывают о одинаковых снах, где видят огромные каменные двери, открывающиеся в горах, существ, поднимающихся из океанских глубин, или неба, разрываемого светящимися разломами. Совпадение? Или это пробуждение коллективного сознания, которое начинает видеть трещины в матрице? В кодексе Ультима говорится о колебании ткани реальности, когда люди создадут оружие, способное уничтожить звезды. Сегодня это может быть интерпретировано как ядерная энергия или термоядерные эксперименты. Но что если истинное оружие — это контроль над восприятием? Вспомним слова папы Франциска перед смертью. Они возвращаются, но это не конец. Это новое начало. Что если они — не сущности из других измерений, а наши собственные забытые знания, которые пытаются прорваться сквозь слои иллюзии? Теперь представим сцену, которую можно было бы назвать «тайной встречей». В подземных залах Ватикана собрались кардиналы, ученые и политики. На столе копия кодекса Ультима рядом, план по внедрению И в систему управления. Это не просто технологии, говорит один из ученых, это ключ к пробуждению. Мы должны быть готовы. Другой кардинал кивает. Мир должен измениться. Но мы не можем позволить панике. Пусть люди думают, что это прогресс, а не начало конца. Но как именно работает эта система контроля? Вспомним аномалии в небе над Португалией и Италией. Неопознанные светящиеся объекты, зафиксированные в 2023 году, до сих пор не идентифицированы. Совпадение? Или это знак на небе, о котором предупреждал папа? А теперь обратимся к историческим параллелям. Мифы разных культур, от скандинавских легенд о Рагнарёке до египетских текстов о воскрешении Осириса, содержат общую тему. Кризис становится катализатором перерождения. Неужели Европа не жертва, а испытательный полигон для нового этапа эволюции? А теперь вопрос, который пугает больше всего. Что если мы уже живем в матрице? В кодексе Ультима упоминается семя, посеянное в камне, которое расцветет, когда люди научатся слушать. Что если это метафора для программы сознания, где каждый из нас — персонаж симуляции, созданный для защиты от сущностей, описанных в тексте? Современные теории о симуляции, выдвинутые философами и учеными, предполагают, что наша реальность может быть цифровой. Что если кодекс — это инструкция для выхода из матрицы, а Ватикан скрывает ее, чтобы избежать хаоса? Но есть и другой взгляд. Все это — попытка сохранить баланс. В 2025 году в Греции зафиксирован рекордный уровень солнечной активности, вызвавший аномальные полярные сияния. Ученые объясняют это солнечными вспышками, но что если это знак на небе, о котором говорил папа? А в Италии археологи нашли подземную камеру с текстами, где упоминается семя, посеянное в камне, которое расцветет, когда люди научатся слушать. Совпадение? Или это призыв к единству, чтобы противостоять тем, кто скрывает правду? Гипотетическая история о человеке, который пытается раскрыть правду, но сталкивается с препятствиями. Представьте, что вы исследователь, человек, который всю жизнь искал ответы на вопросы, которые большинство предпочитает игнорировать. Ваш путь начинается с древнего манускрипта, найденного в подвалах университетской библиотеки. На первый взгляд,
Это просто документ, написанный на смеси греческого и латыни. Но по мере перевода вы понимаете, перед вами кодекс Ультима, текст, о котором вы слышали лишь в теориях заговора. В его строках говорится о 7 печатях знания, о том, как технологии и события последних веков связаны с пробуждением сущностей, описанных в пророчествах Нострадамуса и книге Еноха. Что вы сделаете? Спрячете его, как это делали кардиналы прошлого? Или попытаетесь раскрыть правду, несмотря на опасность? Вы решаете действовать. Сначала обращение к ученым. Лингвисты подтверждают, некоторые символы в кодексе повторяются в подземных лабиринтах под базиликой Святого Петра. Археологи после долгих колебаний признают, в катакомбах Рима и Парижа обнаружены артефакты, не поддающиеся датировке. Но когда вы пытаетесь опубликовать свои находки, возникает первое препятствие. Научные журналы отказываются печатать вашу работу, ссылаясь на недостоверные источники. Анонимные угрозы появляются в вашем почтовом ящике. «Остановитесь, пока не стало слишком поздно», предупреждает одно из писем. Вы не сдаетесь. Вместо этого отправляетесь в Ватикан, чтобы найти тех, кто может подтвердить подлинность текста. Там вас встречает кардинал, известный своими прогрессивными взглядами. Он внимательно слушает, затем качает головой. Это не ваше предназначение. Кодекс не пророчество, а предостережение. Его нельзя обнародовать. Он предлагает вам забыть о расследовании, но вы замечаете, как он бросает взгляд на старинный сейф в углу кабинета. Внутри еще один экземпляр кодекса. Вы понимаете, церковь знает больше, чем говорит. Ваше расследование продолжается. Вы находите ученого из ЦЕРНа, который согласен с вами. Он рассказывает о своих экспериментах с квантовой запутанностью, где возникают аномалии, как будто кто-то вмешивается извне. Он показывает записи, волны, повторяющие символы из кодекса. Может, это не совпадение, говорит он о попытке связи. Но через неделю его лаборатория закрывается, а сам ученый исчезает. Официальная версия – переезд в другую страну. Вы не верите в случайности. Теперь вы обращаетесь к публичным данным. В 2019 году в Румынии обнаружен подземный лабиринт с символами, идентичными тем, что в кодексе. В 2025 году радиационные всплески над Италией, необъяснимые вспышки света над Португалией, странное поведение животных в Германии. Вы строите карту, соединяя точки. Все они лежат на линиях Лей, гипотетических энергетических потоках, о которых писали еще в доисторические времена. Что, если это врата, о которых предупреждал кодекс? Но чем ближе вы к правде, тем больше препятствий возникает. Ваш аккаунт в социальных сетях блокируют без объяснений. Коллеги, которые раньше поддерживали вас, внезапно прекращают общение. А однажды ночью вы получаете звонок. Голос на другом конце говорит коротко: «Если вы хотите остаться в живых, забудьте о кодексе». Вы смотрите в окно и в этот момент видите на небе странный свет, неопознанный объект, движущийся так, как не могут ни самолет, ни спутник. Совпадение? Или это знак, о котором писал Папа Франциск перед своей кончиной? Вы решаете, что пора действовать. Вместо того, чтобы публиковать все сразу, вы начинаете записывать видео, разбивая информацию на части, чтобы ее нельзя было полностью удалить. Вы описываете символы, сравниваете их с современными событиями, задаете вопросы, на которые у вас нет ответов. Что, если мы живем в матрице? Спрашиваете вы в одном из роликов. Что, если кодекс Ультима – это ключ к выходу? Комментарии взрываются. Одни пишут, что вы сумасшедший, другие, что вы ближе к истине, чем кто-либо. Но вот новый удар. Ваши данные стираются. Сервер, где хранились архивы, взламывается. На вашем компьютере появляется сообщение: «Правда опасна». Прекратите. Это последнее предупреждение. Вы понимаете, что за вами следят и не можете доверять никому. Вспоминаете слова из кодекса: «Только хранитель секрета может разорвать цепь иллюзий».
Неужели вы, этот хранитель? Вы решаете уйти в подполье. Берете с собой лишь несколько страниц кодекса, прячете их в потайном отделении чемодана. Отправляйтесь в Прагу, где легенды о големе переплетаются с подземными туннелями. Там вы находите старого историка, который рассказывает: эти лабиринты не просто укрытия. Они — часть системы, созданной для сдерживания чего-то. Но с каждым годом границы истончаются. Слышите? Он указывает на землю. Вы ничего не слышите, но чувствуете легкое вибрационное гудение, будто где-то глубоко под вами что-то просыпается. Друзья, вы только что услышали истории о кодексе Ультима, пророчествах Нострадамуса и темном совете, который, возможно, контролирует реальность. Но что теперь? Просто забыть об этом, списав на теории заговора? Или это шанс пересмотреть все, во что вы верили? Во-первых, сомневайтесь. Не принимайте реальность, которую вам навязывают. Задавайте вопросы. Почему Ватикан скрывал тексты? Что связывает древние символы с современными технологиями? Почему Европа становится эпицентром событий, описанных в Кодексе? Помните, истина редко лежит на поверхности. Она прячется в деталях, в аномалиях, в том, что кажется случайностью. Во-вторых, исследуйте. Этот ролик — лишь начало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если он заставил вас задуматься. В комментариях делитесь своими мыслями. Какие строки из пророчеств Нострадамуса или Кодекса Ультима вас пугают больше всего? Какие современные события кажутся вам знаками? Может, вы сами сталкивались с чем-то необъяснимым? Расскажите, ваш опыт может стать ключом к разгадке. В-третьих, делитесь. Перешлите это видео тем, кто тоже ищет ответы. Обсудите с друзьями. Готовы ли мы к тому, что пророчества сбудутся? Что, если Европа не жертва, а испытательный полигон для нового этапа эволюции? Только вместе мы можем разорвать цепь иллюзий. Только вместе мы можем подготовиться к тому, что грядет. Но не останавливайтесь на этом. Погрузитесь в тексты Нострадамуса, изучите книгу Еноха, поищите символы, о которых говорили в ролике. Обратите внимание на новости, землетрясения, климатические аномалии, технологические прорывы. Они могут быть частью одной и той же картины. Сомневайтесь, исследуйте, действуйте.